Кирилл Викторович, по вашему мнению, насколько коррупционный имидж некоторых чиновников повлиял на итоги вот недавно прошедших выборов? Ну, вы знаете, когда у нас определенные партии называют конкретно, да, потому что, почему называют? Потому что восприятие такое, мы партия власти. Да? А власть уже ассоциируется в обществе с воровством и с коррупцией. И в обществе жило очень много ожиданиями. Что вот придет у нас, общество не понимает, что общество является основным заказчиком. Общество заказывает тихо, в интернете, на кухне. Да, оно не умеет заказать, как заказали в Италии, там, белые простыни, например. Да. Общество у нас заказывает тихо. И даже когда оно выступает большим количеством людей, оно говорит, мы против результатов выборов или еще чего-то. А это ведь в частности проявление коррупции, да, в частности отношения того, что происходит. Ведь именно бюрократия, которая пытается удержаться у власти, коррумпированная, которая воспринимает как бизнес, она создает определенные условия, которые раздражают общество, которые разрушают государственную систему. И, естественно, это сказалось, это результат выборов, потому что если мы посмотрим те материалы, не имея пока правовой полной объективной оценки, мы все равно скажем, это и есть политическая коррупция. В эту коррупцию втягивается огромное количество людей. Это и есть политическая коррупция. Это называется это юридическое определение, если подтвердятся подобные истории. По вашему мнению, станет ли тренд коррумпированности как тренд важной вехой в президентских выборах? Я думаю, что этот тренд использовал Дмитрий Анатольевич, и очень сложный тренд использовать Владимиру Владимировичу, потому что все-таки именно он окружил себя людьми, не менял окружение, которое в том числе ответственно за коррупционную ситуацию в России. А можно ли говорить о какой-то специфике коррупции на Северном Кавказе? И существует ли она вообще какая-то специфика? Конечно. Коррупция на Северном Кавказе, она в двух направлениях. Первое – это клановость, конечно, но это традиция. Вторая – это связанная с экстремистской деятельностью. Дело в том, что мы подготовили доклад президента, который представим 5 июля, где мы говорим, что нагнетание силовыми органами, в том числе и местными региональными элитами, экстремистских отношений зачастую искусственно, да, для того, чтобы получать дополнительные средства, для того, чтобы их распиливать. И, кстати, вот эти вот настроения антигосударственные, как называется, они на самом деле не антигосударственные, да, они против чиновников, которые разворовывают бюджеты, да, которые нарушают принцип социальной справедливости. Кстати, об этом говорил председатель правительства и президент Российской Федерации. Кирилл Викторович, вот мы говорим, что Россия – это страна с давней историей коррупции, но тем не менее… Любая страна, кстати, это страна с давней историей коррупции. Только некоторые страны от этого избавились в значительной где-то степени. это явно, где-то менее. Но Да. Грузия была же долгое время в составе Российской империи, Союза. Но тем не менее ситуация у них на данный момент значительно лучше. Значит, в чем причина? давайте мы посмотрим просто в чем причина. Дело в том, что там убрали низовую коррупцию. Коррупцию в полиции, потому что, во-первых, ее очень сильно заменили процентов на 90, да, потом сделали систему прозрачной. И поставили систему контроля. Прозрачной в прямом смысле. Я думаю, что политическая коррупция как существовала, так и существует в Грузии. Да? Но при этом все-таки это результат того, что существует политическая конкуренция. То есть у гражданина стоит два выбора. Либо присоединиться к тем, кто стоит на улице в оппозиции, да, либо понять, что что-то есть хорошее, что его устраивает, вот то, что делает сегодняшняя власть. Да? Вот она делает то, что приятно гражданам. И она делает это для того, это результат политической коррупции, чтобы граждане просто не выходили на улицу. Это всегда так было, есть и будет. Понятно. Спасибо большое. Спасибо.